Вначале немножко оперативной информации о результатах применения российской авиации по объектам инфраструктуры террористических группировок на территории Сирии с авиабазы Хмеймим. За прошедшие 5 суток, с 18 по 23 декабря, самолеты российской авиагруппы в Сирийской Арабской Республике выполнили 302 боевых вылета и нанесли удары по 1093 объектам в провинциях Алеппо, Идлиб, Хомс, Хама, Дейр-эз-Зор. В окрестностях города Мхин, провинция Хомс, бомбардировщиком Су-24 был нанесен удар по скоплению военной техники террористов ИГИЛ. По данным объективного контроля, уничтожено 6 автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами и 3 грузовика боевиков. В районе населенного пункта Минник, провинция Алеппо, бомбардировщиком Су-34 нанесен удар по вскрытому беспилотникам командному пункту одного из бандформирований группировки Ахрар-аш-Шам. В результате прямого попадания объект был полностью уничтожен. Российская авиация продолжает нанесение ударов по объектам незаконного нефтяного промысла боевиков. В районе населенного пункта Дейр-эз-Зор бомбардировщиками Су-34 только за вчерашние сутки было уничтожено 2 базы хранения нефтепродуктов, 3 установки по добыче нефти вместе с находившимися там под загрузку несколькими десятками большегрузных наливников. Обратите внимание, какой силы детонация и пожар в результате применения российской авиации по данным нефтеналивникам. В районе населенного пункта Хабид, провинция Идлиб, бомбардировщиком Су-34 уничтожен крупный тренировочный лагерь террористов, где находилось большое количество инструкторов, прибывших из соседних Сирии стран. Информация об этом лагере, где среди прибывших с территории Турции террористов значительную долю составляют граждане стран СНГ, поступила от представителей патриотической сирийской оппозиции, причем поступила данная информация около недели назад. Эти данные скрупулезно проверялись по всем доступным каналам, включая информационный центр в Багдаде. Сведения о расположении лагеря террористов были получены сразу из нескольких источников. Как только было подтверждено прибытие на данный объект большого количества боевиков, сразу был наведен бомбардировщик российский Су-34. В результате точного попадания, как вы видите, база боевиков была уничтожена со всем его содержимым. Хочу обратить ваше внимание, что буквально через несколько часов в наш адрес со стороны турецкого МИДа посыпались обвинения о якобы уничтожении провинции Идлиб ровно 600 мирных жителей, из которых ровно 150 якобы дети. Как внешнеполитическое ведомство так оперативно выдумало эти круглые цифры, не представив даже минимальных доказательств? Одному только руководству Турции известно. Не менее показательно и другое заявление, опубликованное в турецких СМИ со ссылкой на официального представителя правительства Турции Нумана Куртулмуша. По его словам, за 4190 операций нашей авиагруппы в Сирии только 391 была направлена против целей террористических группировок ИГИЛ. Обратите внимание, с какой точностью названо количество вылетов наших самолетов по целям в Сирийской Арабской Республике. Это подтверждает, что все сведения, которые мы в рамках подписанного меморандума передаем американской стороне, гарантированно доводились командованием военно-воздушных сил США турецкому генштабу. Таким образом, и 24 ноября, когда турецкий истребитель предательски атаковал ракетой наш бомбардировщик Су-24, турецкий генштаб был прекрасно осведомлен о том, в какое время, в каком районе будет выполнять боевую задачу пара российских бомбардировщиков. Эти слова Нумана Куртулмуша можно считать официальным признанием Турции факта заранее спланированной операции по уничтожению в сирийском небе российского самолета и убийству российских военнослужащих. Вообще, мы уже неоднократно обращали ваше внимание, что все вбросы с обвинением в наш адрес о якобы массовой гибели в результате авиаударов мирных сирийцев или использования каких-то запрещенных боеприпасов от кассетных до вакуумных появляется неспроста.
Когда это произошло в первый раз, можно было полагать это странным совпадением. Но когда это происходит уже в третий раз, и заметьте, источниками распространения информационных пустышек являются одни и те же средства массовой информации. Все совпадения переходят в разряд закономерности. Напомню, что первая волна обвинений в наш адрес появилась сразу после того, как самолеты ВВС США уничтожили теплоэлектростанцию в Алеппо, оставив целые районы без энергообеспечения. Вторая волна вбросов и обвинений пошла после трагической бомбардировки 3 октября авиации США госпиталя «Врачей без границ» в афганском Кундузе. Вы знаете, тогда погибло 42 человека. Кстати, видео этого удара и его последствий моментально появилось во всеобщем доступе. В этой трагедии нас не пытались запачкать только потому, что в Афганистане просто нет российских войск. Поэтому весь поток лжи был направлен на обвинение российских ВКС в бомбардировках сирийских больниц и госпиталей. Мы немедленно опровергли эти вбросы не голословно, а представив мировой общественности исчерпывающие фото и видеодоказательства, разоблачающие все обвинения. Нынешняя порция лжи появилась сразу после нанесения 18 декабря бомбардировщикам США удара по иракским военнослужащим в районе населенного пункта Фаллуджи, где погибло и ранено более 50 человек. Характерной чертой всех обвинений является отсутствие однозначных доказательств и ссылки на обезличенных очевидцев, называемых отдельными западными СМИ правозащитниками. Вообще, после ознакомления с такими публикациями, докладами, всегда напрашивается вопрос, знают ли сами боевики ИГИЛ, Джабхат ан-Нусра и других экстремистских бандформирований, действующие в Сирии, какой, оказывается, рой правозащитников и агентов правозащитных организаций Запада работают в подконтрольных районах и ежедневно скрупулезно мониторят их деятельность. Причем на сайтах этих международных правозащитных структур вы не найдете докладов не то что о нарушении террористами прав сирийцев, а просто зверств на захваченных ими территориях. По всей видимости, с точки зрения западных правозащитных организаций, там все хорошо. И это на фоне того, что сами террористы усиленно продвигают в интернете фото и видеодоказательства своих преступлений в Сирии. Вместо этого большинство материалов касается нарушений прав так называемых беженцев из Сирии в Европе или репортажи о теплой встрече беженцев нетрадиционной ориентации. Вся эта схема лежит на поверхности и легко проверяется в архивах сетевых или печатных публикаций. Буквально этой ночью был опубликован доклад правозащитной организации Amnesty International, в котором говорится о якобы гибели мирных жителей в результате ударов российской авиации. Сразу подчеркну, что еще в предисловии этого доклада говорится о том, что все указанные в нем факты Amnesty International исследовал дистанционно, получая информацию в ходе телефонных опросов местных так называемых правозащитников. Мы ознакомились с этим докладом. В очередной раз ничего конкретного и ничего нового опубликовано не было. Те же штампы и фейки, которые мы уже неоднократно разоблачали и ранее. В докладе все время используются такие выражения, как предположительно российские авиаудары, возможные нарушения международного права и так далее. То есть сплошные допущения без каких-либо доказательств. Очень интересно, что во многих западных СМИ, опубликовавших этот доклад Amnesty International, все эти оговорки почему-то исчезли. А широкой публике все преподносится как данность. Прием не новый и достаточно эффективный, но совершенно лживый. Amnesty International уверенно утверждает, что в районах, по которым наносились предположительно российские авиаудары, не было военных целей и боевиков. Но они это знать не могут и проверить не в состоянии. Известно, что джихадисты в Сирии действуют высокомобильными подразделениями, которые используют уже печально известные пикапы Toyota с установленным на них крупнокалиберным вооружением. К сведению составителей доклада, даже по классификации армии США, каждая такая машина является тактической единицей и считается законно военной целью.
Кстати, некоторые из этих машин, как уже доказано, попали в Сирию с территории Соединенных Штатов Америки. Кроме того, известно, что авиаудары по различным целям, помимо российских самолетов, наносят также авиация коалиции, возглавляемая США, сирийские военно-воздушные силы и отдельно турецкая авиация. Степень координации этих усилий, несмотря на призывы российской стороны, остается низкой, зачастую нулевой. Почему же Amnesty International упирает только на российские действия? Подобные обвинения в адрес России, как минимум, бездоказательны. Еще пример. В докладе говорится об атаках на больницы и медицинские учреждения. Amnesty International ссылается всего на один якобы факт падения неких ракет в нескольких метрах от госпиталя Сармин в Идлибе. При этом указывается, что очевидцы не видели и не слышали самолетов. Не факт, что в это время и в этом месте вообще имел место авиаудар. Но преподносится все просто. Самолеты не видели и не слышали, но предположительно это был почему-то российский самолет. Кстати, буквально 2 месяца назад, в конце октября, эта тема уже поднималась, но другой правозащитной организации. И мы давали развернутое опровержение. Напомню о сути. В конце октября ведущие западные средства массовой информации, ссылаясь на сирийско-американское медицинское общество, которое зарегистрировано в США, пестрили обвинением в наш адрес о якобы бомбардировках российскими самолетами госпиталей в населенных пунктах Аль-Айс, Аль-Хадар, Хан-Туман, Эль-Зерба, Сармин, Латамна. При этом традиционно все это делалось голословно, без каких-либо фактических материалов. В качестве псевдосвидетельства демонстрировался видеоролик о якобы разрушении госпиталя в населенном пункте Сармин. Это провинция Идлиб на территории Сирии. Причем отдельные западные средства массовой информации, ссылаясь на обезличенные источники, утверждали, что в ходе ударов российской авиации в этом лечебном учреждении погибло 12 человек и 28 были ранены. Мы проверили данную информацию о наличии госпиталей в перечисленных населенных пунктах. Оказалось, что госпиталь имелся и имеется только в населенном пункте Сармин. В поселках Эль-Айс, Эль-Хадар, Хан-Туман, Эль-Зебра и Латамна нет госпиталей и, соответственно, нет медицинского персонала. Перед вами кадры строительства, хочу подчеркнуть, в 2014 году, то есть самая больница в городе Сармин. Прошу обратить внимание на здание характерной куполообразной формы в левом углу фотографии. На снимке оно обведено красным кругом. На следующем кадре вам представлены уже аэрофотоснимки города Сармин, сделанные нашей авиацией 31 октября 2015 года. Как вы видите на фотографиях, больница цела, здание куполообразной формы целое. Более того, как вы видите, весь район, вся улица не имеет абсолютно никаких повреждений. Добавить, на наш взгляд, здесь больше нечего. Напомню, что мы с первых дней проведения операции в Сирии проводим регулярные брифинги, на которых с беспрецедентной открытостью демонстрируем результаты ударов российской авиации по террористам и только по террористам. Все бездоказательные утверждения анонимных источников, которые, кстати, любят широко использовать в своих депешах агентства Рейтер, не заслуживают доверия. Еще одна фантазия. В так называемом докладе Amnesty International написано, что после удара турецких военно-воздушных сил по российскому самолету Минобороны России стало давать меньше информации о действиях российской авиации в Сирии. Как вы видите, это очередное вранье. Как раз наоборот, мы стали давать больше информации и приглашать больше иностранных журналистов, в том числе и на нашу авиабазу Хмеймим, а также на российские военные корабли, которые несут боевую службу в прибрежных водах Сирии. Большой интерес у нас вызывает и аэрофотоснимки, опять же, предположительных мест нанесения ударов, предположительно российской авиации. Что здесь можно сказать? Поздравляю Amnesty International. У них появилась космическая группировка. Мы прекрасно знаем первоисточник этой дезинформации, знаем, кто подбирал эти снимки, а точнее раскрашивал их в разные цвета. Обращаемся к Amnesty International с предложением сообщить, кто и когда представил им эти так называемые данные. Или это придется сделать нам. Относительно предположений по кассетным бомбам, российская авиация их не применяет. В зале, я вижу, присутствуют десятки иностранных журналистов, которые лично побывали на базе Хмеймим и практически круглосуточно, днем и ночью вели съемки подготовки самолетов к боевым вылетам, их взлеты, посадки.
Но никто ни разу не показал и не задал даже вопросов по данному типу боеприпасов. Потому что таких боеприпасов на нашей базе в Сирии нет. Но есть вопрос к Amnesty International. Почему эта организация молчала и не захотела замечать материальных, неопровержимых, реальных доказательств применения кассетных бомб украинскими вооруженными силами по городам на востоке Украины? Вы были заняты в этот момент или у вас болела голова месяцами? Или вам кто-то настойчиво рекомендовал этого не замечать? Конфликт в Сирии продолжается почти 5 лет. Считается, что его жертвами уже стали около 300 тысяч человек. Странно, что Amnesty International обходит вниманием вопрос о том, кто и какие военные преступления совершил на территории Сирии до появления российской авиагруппы там. Обращая на себя внимание избирательно составление докладов международной организации Amnesty International, мы до сих пор не увидели подробных докладов о деятельности, возглавляемой саудовцами коалиции на территории Йемена, и тем более разбора преступлений террористов в Сирии, в Ираке. На наш взгляд, лучше бы направить энергию упомянутой организации на освещение именно этих фактов. Обращаясь прежде всего к представителям авторитетных средств массовой информации, не ставить под удар свою репутацию, публикуя фальшивки от обезличенных источников. Цель всех этих манипуляций наших коллег из США одна – как можно больше запачкать других, отвлекая мировое общественное мнение от трагедий, повлекшей гибель и страдания мирных жителей в Алеппо, в Кундузе, Фаллудже и других городах. Если кто-то думает, что мы этого не понимаем, то напрасно. Более того, мы располагаем достаточным объемом реальной информации о результатах действий в Сирии стран так называемой антигиловской коалиции. И далеко не всегда эти действия соответствуют заявленной цели в борьбе с террористической организацией ИГИЛ. Просто мы убеждены, что борьба с международным терроризмом заключается не в попытках дискредитации своих партнеров, а в совместных практических действиях, направленных исключительно против чумы 21 века международного терроризма. Уважаемые коллеги, спасибо вам большое за внимание.